Всем большой привет! Вот мы уже и уезжаем. Вы знаете, грустно очень, я даже и не планировала снимать, а Доминик говорит: мама, давай, доставай, срочно снимай. Но мы же уезжаем. Стефанечка тоже здесь с чемоданами. Все, едем в аэропорт. Нас ждет, как обычно, длинный перелет. Подгорица, Стамбул, Стамбул, Минск. Заходим. Вызвали такси. Игорь спросил аренду машины, они говорят 10 евро за час. Ну это лояльно, потому что если ты возьмешь самокат, электросамокат в аренду, будешь платить 8 евро в час, а тут целая машина 10 евро в час. Так что цена-то нормальная и честная. А в Подгорицу аэропорт сколько там? 10 минут ехать. Поэтому 2 часа туда-обратно 20 евро. Но такси стоит 8 евро отсюда до аэропорта. Выгоднее. Видите, мы выгоднее едем. Все, поехали. Знакомые места, где мы жили целый месяц. Очень удобное у нас было место расположения. Рядом магазин Супер Воли, рядом Big Fashion. Понравился мне этот район для проживания. Очень много кафе, очень много площадок для игр вечером. Рядом много парков, куда можно пройти прогуляться. Самолет взлетает, сразу понятно, что к аэропорту приближаемся. Вау, самолет, да? Да, все очень низко. Потому что он взлетает. Вот точно так же мы сейчас будем взлетать. Это не аэропорт Анталии, вроде бы самолетов в очереди на вылет нету. Либо Стамбула, я имею в виду, в Турции. Там ракеты взлетают. Серьезно? Да, там же станция, где ракеты взлетают. Смотри, снимаю аэропорт. Снимаю аэропорт, показываю, да. Ну вот уже все. Сейчас уже буквально метры остались, менее километра даже. Красную турки. Турки прилетели. Там был. Что там, самолет взлетал? Маленький. Маленький самолетик. Да, желтенький. Так, это прилетели люди. Какая-то, да. Какой-то самолет с какой-то страны прилетел. А мы на вылет. Все, на месте. Выгружаемся. Еще у нас 20 минут до регистрации на наш рейс. Поэтому ожидаем. Людей вам показываю не так много. Вот здесь мы будем вылетать. Сейчас идет регистрация на другие рейсы. Аэропорт Подгорицы небольшой, точно так же, как и в Тивусе. Буквально совсем чуть-чуть больше. Игорь пошел показать Доминику первый самолет. Мы не посмотрели Пегасус, а Пегасус тоже летает до Стамбула. И людей, кстати, гораздо даже больше. Наверное, там цены пониже. Напишите в комментариях, Пегасус как там вообще, выгоднее, чем Air Montenegro или не очень? Летали вы этими авиалиниями? Напишите. Мама, была у меня планшет? Брала твой планшет. Ну все, погрузились. Осталось пройти паспортный контроль. Успешно все сдали. Все, теперь встретимся еще не скоро. Все стараются держаться, чтобы без слез попрощаться. Но не сильно получается. Прошли мы уже контроль. Этот раз Стефанию отправили на дополнительное исследование. Кстати, мы вообще не понимаем. Кого-то пропускают на рейс. У нас рейс задерживается на 55 минут. Кого-то пропускают, кого-то задерживают и говорят отойти, прийти попозже. Нас вот пропустили. Честно скажу, не понимаю. Да, собственно, и не будем мы тут даваться подробности. Прошли все контроли и ждем, когда уже мы будем вылетать. Места в аэропорту Подгорицы гораздо больше. Здесь, конечно, комфортнее, чем в аэропорту Тивота. Ты же сказала. Иду, сынок. Цены в аэропорту Черногория.
Фанта 0,5 3,40, Спрайт, Кока-Кола тоже 3,40. Это десерт 4,90. А что это посыпано? Ну, шоколадом посыпано. Да, попробуй. Салат 14 евро. Стефания подключилась к интернету, уже и с папой пообщались, передали ему, что мы тут задерживаемся, вернее, рейс задерживается в ожидании. Доминика планшет. В дороге это спасение, конечно, когда долгие часы ожидания. Мы, конечно, не особо переживаем, потому что у нас время для ожидания достаточно много, 6 часов, но уже сократилось на час. А вот у кого пересадка была и там только 3 часа, то, конечно, сократилось до 2, и люди уже волнуются, безусловно, боятся, хоть бы успели на следующий рейс. Вспоминаю, как мы вылетали в прошлом году из Тивота и позапрошлом году, и люди сидели на полу. Здесь, конечно, все гораздо цивилизованнее. На полу никто не сидит, достаточно мест свободных. И скажу, что даже для июля месяца людей совсем мало. Какой-то самолет подъезжает. Будем надеяться, что это уже наш. Потому что есть вероятность, что еще задержится рейс. Все, вот он наш самолет. И мы идем на посадку. Идем. Так интересно, Доминику. Заходи, заходи. К первому полету готово. Летит возле иллюминатора Доминик. Теперь четкое распределение. До Стамбула Доминик возле иллюминатора, потом Стефания. Уже прилетели в аэропорт Стамбула. Наше время ожидания сократилось до 5 часов. Транзит мы оформить не можем, когда летим из Черногории, точно так же, как и из Беларуси. Поэтому мы забираем вещи и проходим по-новому регистрацию на рейс. Ждем ее начала. Стефанию дождались. Все, идем. Поехали. Вот какая у меня уже помощница. Знаете, конечно, с ней мне гораздо проще, чем я представляю, когда маленькие дети, это сложно. Ну, про еду в аэропорту я уже рассказывала и показывала. Конечно, здесь все дорого. Сегодня мы зашли в Бургер Кинг. Картошка это потата ест. Да. Тоже думали, то ли пиццу турецкую не захотели больше на кухню, а выбор здесь не особо большой в зоне ожидания вылета. Поэтому что есть? Мы сегодня по эконом-варианту в Бургер Кинге 33 евро стоил заказ. Потому что уже и не знали, что купить, если честно. Смотрели, выбор не такой уже и большой. Отличается от нас. Стефания сказала, отличается от Беларуси бургеров. И бургеры, и наггетсы. У Доминика, как всегда, любимое развлечение. Ну, а мы ожидаем регистрацию на рейс. Подключили себе Wi-Fi. Сейчас напишем нашему папе, что мы уже на месте. И ожидаем. Прошли мы уже регистрацию на рейс Белавия. Идем к своему гейту. Огромный аэропорт. Но, конечно, еще раз отмечаю, все понятно.
Потеряться невозможно. Все подписано. Только внимательно смотри и читай. Людей много. Стефания Доминика везет. Атмосферы стамбульского аэропорта. Но, конечно, в торопях. Все равно людей очень много, поэтому и в очередях приходится постоять. Так что у нас все тут так мобильненько происходит. 40 минут до вылета осталось. И мы уже будем в самолет. Идем на посадку в самолет. Дьюти-фри мы особо ничего не покупали. Купила себе только туалетную воду Армани. 50 миллилитров, 100 евро. Но покупать выгоднее 100 миллилитров, а не 50. Но надоедает быстрый аромат. Поэтому для меня лучше 50. Стефания себе тоже выбрала. 40 евро он стоил. Да. И в Черногории они были дешевле. В Турции в аэропорту дороже. Знаете, вот реально уже себя чувствуешь каким-то дураком. Пол-литра воды $3. Мне кажется, они цены называют вот как им заблагорассудится. Вот видишь, что тебе нужна вода. $3 на тебя. Они уже тут, я не знаю, цен просто не могут придумать сами себе. Все, готовимся. Хоть с задержкой, но мы уже в самолете. Готовимся к нашему второму полету. Летим в Минск, домой. Там впереди встреча с котиками. Доминик не совсем доволен, потому что он хотел возле иллюминатора. Нет. Ужас. Это мы так взлетаем. Кантучи, снова печенье. Печенье кантучи. Да. Точно такой же, как был перекус, когда мы летели сюда, в Стамбул. От всех этих ожиданий то на вылет, потом на взлет. Так Стефанька уже проголодалась, да, все проголодались, а Доминик спит. А на Доминика я не брала еду, потому что он спит. Зачем? Как тебе по вкусу? Все, мы уже в Минске. Переживали, дождалось ли нас такси. Но все хорошо, получили уже сообщение, что нас ждут. Доминик уже ходит, смотрит багаж свой. Но тут еще не так быстро он приедет. Тут, конечно, на пограничном контроле через одного досматривают. Скорее всего, нас не было. Все, долетели домой. Должны были в 2:40, а в итоге уже 5. Да? Домой? Главная встреча. Открываем. Где же наши котейки? Верочка, не узнали нас. Маленькие. Януш, кисонька, Верочка. Мои маленькие. Узнал, мои хорошие. Конечно, твоя. Стефания твоя. Ян, мальчик мой, узнал. Ну как ты тут? Ну как ты, моя киса? Как ты, мой любимый? Тут расскажи. Как ты тут, мой лапотый? Они тут населись. Как ты мой? Урчишь, мой любименький. Сейчас, подожди. Моя киса. Ты нас ждал. Урчишь. Ты нас ждал. Вера. Они тут населись. Вера, знала? Понюхай. Мама ж твоя. Вера.
Узнала моя девочка. Моя девочка, моя любимая. Моя любимая, моя родная, моя Вера любимая. Ян убегает. Моя хорошая, моя девочка. Мои малыши любимые, мои лохматые.